Всем привет! 29 января 2023 год. Что происходит? Какая ситуация у нас? У нас ситуация в Украине тяжелейшая, к сожалению. И даже если мы посмотрим на так называемые сводки, каждый вечер дается Генштаба, то никаких позитивов, к сожалению, в этих сводках нет. Московиты наступают, и линия фронта с трудом, большим трудом удерживается за счет достаточно серьезных потерь украинскими войсками. О том, что потери со стороны Украины растут, свидетельствует то, что усиливается сопротивление со стороны мужского населения украинского, получать повестки и быть мясом, которое бросают на фронт в районе особенно Бахмута, Соль, Солидар, там Красная Гора и так далее, Угледар теперь, на переработку, чтобы путинские зэки, разные разбойники, бандиты, садисты, убийцы, грабители, наркодилеры убивали лучших украинских представителей украинской нации, пассионариев, патриотов, украинских националистов. Вот на сегодняшний день мы такую видим с картину. И Пригожин, который вне закона находится, непонятно для чего взяли, назначили этого Буданова, чтобы он свою жену нам показывал, эту Будановцу, откуда она там, с Киевской области, с Щабанов где-то, с села какого-то. Ой, где они их находятся? И такая прямо, куда твое дело? Психологиня. Вот, чтобы он там нам всякие фантазмы высказывал, вместо того, чтобы разобраться с этим Пригожиным. То есть мы видим, что, к сожалению, полную некомпетентность и неспособность со стороны этого Буданова, который назначен был вместо Бурбы, помните скандалы с Бурбой, да? Чтобы каким-то способом вот этих всех врагов Украины, убийц, организовывающих массовые убийства украинцев, каким-то способом фрагментировать. Он это не может. То есть может там вот давать интервью, может какие-то рассказывать ерунду всякую про то, когда там Путин умрет, еще глупости всякие говорить. Может говорить, что там будут фейки какие-то и так далее. Там покушения какие-то могут готовиться на высшее руководство Украины. Кому оно надо, это высшее руководство? Сегодня одно, не будет Зеленского, будут другие. Можно подумать, свет с клином сошелся на члены пианисте. Это кто его до 2019 года знал? Дорогие мои, это настолько просто, это просто карикатура некомпетентных людей, которые дорвались до корыта, а это корыто, там кровь украинцев налита. Потому что там деньги появляются в государственном бюджете, надо мозги свои, поймите так, включите остатки у кого есть, что это ваши деньги, которые у вас забрали с помощью вообще абсолютно бандитской системы под названием налогообложения и наполняются, для того это корыто наполняется украинской кровью, для того, чтобы эти свиньи, которые захватили командные посты в пирамиде власти в государстве, превратив его окончательно в государство стационарного бандита, чтобы они могли хорошо жрать. Вот и все. А как иначе? Можете мне объяснить? Вот если я не прав, объясните мне как-то с помощью логики, с помощью научных знаний, с помощью причинно-следственных связей, анализа объективных экономических законов. Можете? Я думаю, никто не сможет объяснить. Причина следствия. Война, гибнут украинцы. Война для кого? Для простых людей. А обогащение для кого? Для верхушки, народных депутатов. Тищенко в Таиланд поехал, Королева, Левская тоже хорошо себя чувствует, другие постоянно. Где Гетманцев?
Где? Где, я еще задаю опять вопрос. Зачем мы должны содержать этих людей, которые сегодня занимают кресло в Верховном Совете Украины? Какая цель? У нас что, сословное общество? Нет. Это люди, которых 2-3 года назад вообще никто не видел. Они были, это, знаете, там какие-то, там эти самые, бледные маленькие поганки и все. Сегодня они в силу антиконституционного решения Зеленского о проведении выборов в Верховный Совет досрочных, эти люди не готовые к вообще никакой деятельности, стали народными депутатами. Как это может быть? Ну, стали, да. Они справляются со своей идеей? Нет, они не справляются, 100%. Они приняли антиконституционные решения? Конечно. Закон про медиа антиконституционный, он уничтожает свободу слова в Украине, да. Он нарушает Конституцию, права и свободы людей, в формировании свободы слова, донесение информации до широких масс, общества. Нарушает? Конечно, нарушает. Закон про так называемый карательный закон для военнослужащих, который превращает их в рабов, крепостных военачальников и прежде всего верхушки военного руководства. Антиконституционный? Конечно, антиконституционный. Кто подписал его? Кто ручки свои поднял? Так называемый Верховный Совет. Мы видим их заседания. Они в открытом эфире есть? Нет. Как они это делают? Они получают в конвертах. Разумков говорил, бывший глава Верховного Совета, что регулярно получают. И другие говорили. Тот же с армянской этой фамилией. Поэтому как бы все известно. Верховный Совет, по сути, это криминальная какая-то клановая тусовка. Да как иначе? У них все время там скандалы идут. Они сейчас готовят уничтожение малого бизнеса, отмена 2% налога. Готовят. Они готовят новые штрафы для бизнеса, для предпринимателей, для простых людей. Готовят. Готовятся новые поднятия цен на электричество, на все остальное. Да, конечно, готовятся. То есть мы с вами, они приняли решение в виде закона о том, что мужчинам нельзя выезжать за границу. То есть они поразили мужское население Украины в правах и свободах. Да. Они имели это право делать? Нет, не имели. Их голосование законно? Конечно, незаконно. Зеленский разгромил Конституционный суд? Да, разгромил. Он незаконно устранил от власти главу Конституционного суда? Да, незаконно. Все суды это признали? Да, признали. А почему этот человек не восстановлен? Почему не начата процедура импичмента Зеленского за нарушение Конституции? Это уже доказано. Многократное нарушение Конституции. Почему военное положение до сих пор продлевается? На каком основании оно продлевается? Если войны нет, Российская Федерация проводит специальную военную операцию. Да. А Украина что проводит? Почему тогда Украина ввела военное положение? Верховный Совет и Зеленский. На каком основании? На каком основании? В конце концов, можно начинать это членораздельно всем говорить? Ну, или нет? Украина может дальше воевать? У нее есть чем воевать? Ну, давайте просто сценарий рассмотрим. Не потому, что там Соскин такой или сякой. Просто рассматриваем сценарий. Украина имеет снаряды, патроны, оружие, еду, обмундирование для украинской армии. У нас есть это все? Нет, нет. У нас, может, есть заводы, которые это производят? Нет, нет. У нас, может, есть соответствующая возможность валового внутреннего продукта. Это финансировать, обеспечивать армию украинскую? Нет. Сегодня в государственном бюджете уже не хватает денег даже, чтобы пенсионеров содержать, пенсии выплачивать. Денег на оплату военнослужащих тоже не хватает. То есть что у Украины есть, чтобы продолжать вести
тотальные боевые действия, не названные ничем, ни войной, ну как вот объясните, что у нас происходит? Может кто-то сказать? Сколько уже ушло в мир иной десятков тысяч, сколько инвалидами стало? Почему мы не знаем? Почему мы, простые граждане Украины, этого не знаем? Это нарушение 5 статьи Конституции, да. Это узурпация власти, да. Ну так что надо делать? Что, есть танки? Нет, танков нет. Что, есть пушки? Нет, пушек нет. Четко уже это заявляет воздушные силы. Баллистические ракеты они сбивать что? Не могут. Ну не могут, потому что нет у нас таких ПВО. Могут сбивать их Патриот и еще там несколько систем. Все, у нас их нет. Когда будут? Ну когда будут. Тогда и будут, тогда и будем говорить. В ближайшие 2 месяца их точно не, 2,5 их точно не будет. А если их нет, тогда что надо делать? То есть армия сегодня во главе с Генштабом, Шапталой, во главе с этим, как он называется, Залужный, Сирский там и прочие Наевы, не в состоянии обеспечить уже какой-либо прорыв на фронте. Не может. Солидар потерян, потерян. Соль потеряна или не потеряна. Это все маленькие, конечно, населенные пункты, там села небольшие. Но они все, это все населенные маленькие пункты, которые сужают кольцо вокруг Бахмута, Артемовска. Да? Если благодатная сейчас вышли туда, зашли уже, готовится, Пригожин заявил зачистку, нагло себя ведет, уже с Украины не вылазит. А где же этот Буданов? А где Малюк? Где они? А где этот, как он, куля в лоб, этот Яценюк? А чё ж он его на фронт не забрали? То есть, вдумайтесь, у нас простые эти люди идут на фронт, и их пачками, как говорится, множат на 0. Вот вдумайтесь, просто, граждане Украины, ну подумайте, чуть-чуть мозги протрите себе. Вместе с тем, которые забрались на высшие посты пирамиды, вообще никто. И звать их никак, нулевые, абсолютно нулевые. Их бы уже и не было. Кукрыниксы. Они сегодня ведут себя, как будто они рабовладельцы, как будто они феодалы. А все остальные это плебс, чернь вообще, которую раздавить можно. То есть они считают, что они могут распоряжаться нашими судьбами. Как мне пишут тоже вот в комментариях, говорит Олег Игоревич, ну как так может быть, чтобы фактически какие-то люди делали, вот, ввели такую, так проводили такую линию. Вот как это, Олег Игоревич, может быть? Кто они такие? Вот в самом деле. Вот. И я себе тоже задаю вопрос. Вот. Что говорят? Ну вот задают же. Вот. Как? Что власть, она считает, что люди, это ее, так сказать, интересная такая формулировка, какой-то человеческий ресурс. Вот. То есть Путин так считает, но это чисто инфернальная, правильно, там мне пишут, это инфернальная сущность уже, это вон в нижних кругах ада находится, но это его дело. А почему если жители, которые на этой территории под названием Российская Федерация, Московия живут, и их это устраивает, вы видите, да, там эти просто эти фотографии, где уже лежат, это даже уже не вагнеровцы, а просто-то как бы уже мобилизованные, просто пачками лежат. Если это их семьи, их жен, этих, так сказать, мобиков это устраивает, ну так это их вопрос. Они всегда не ценили на этих просторах, они жили как рабы и остались рабами, царскими рабами, большевистско-коммунистическими, сталинскими рабами и так далее. КГБистские рабы. Но в Украине мы ж не для этого делали революции все время, чтобы была свобода. А теперь у нас ее забрали, эту свободу. У нас забрали право выбора, и вы все молчите. Как так может быть? Или, скажем, что, им нравится нашей власти, чтобы была такая ситуация, когда
они получают удовлетворение, то что Зеленский получает удовлетворение от своих этих сообщений, о том, что он постоянно с кем-то разговаривает, что он в центре внимания, это что, его какая-то генеральная роль, он что, для этого вот его избрали президентом, его ж не для этого избрали, правда? То есть мы с вами должны принять для себя определенные решения. Вот мы подошли к этому. Ну, они тяжелые, но их надо принимать. Еще ж впереди февраль и еще и март. Еще неизвестно, какими будут. Вот уже Хмельницкая область заявила, что у них тоже возник после последних ударов, вот этих 26 января, дефицит электроэнергии. Одесса там вообще с трудом, как говорится. Да и порядка уже большая часть областей, минимум 10, которые уже находятся в серьезнейшем дефиците. Да, он во Львове, сколько я общаюсь, говорит, то 4 часа, то 6, то 8. То есть вот ситуация все хуже, хуже, хуже. Хорошо, вот сейчас будет опять удар. То есть Путин же не успокоится, правильно? Он сейчас нанесет еще несколько ударов. Что будет? Тогда как? Как действовать? Видимо, пришло время. Вот очень интересная статья в «Спектакоре», этом издании появилась зарубежном. Там правильно этот исследователь пишет, что практически, ну и другие тоже об этом пишут, война приняла тупиковый характер. Это затяжная война. А ее уже ни одна из сторон выиграть не может. Ни одна. В том виде, в каком она ведется, выиграть ее нельзя. Те танки, которые якобы придут, ну так они же когда придут? Когда они появятся? Так к ним же сколько надо всего, уже ж анализ делается, что это разные танки с точки зрения, ну и даже не хочу про это рассказывать, только время занимать. Таким образом мы с вами находимся в тупике, делаю такой вывод. Украина в тупике. Удержать фронт практически удается только с помощью очень больших потерь украинцев. Гибнут там украинская молодежь, патриотически настроенные, националисты, пассионарии, харизматы. Это колоссальный удар. Плесень, она всегда сможет смыться, она всегда найдет, как ей улизнуть. Лучшие гибнут. Продления родов нет. Демографическую ситуацию довели до катастрофы. Поэтому какой вывод? Ситуация колоссально обостряется в городах, люди не хотят идти туда, на убийство, на эту передовую. Потому что, во-первых, они не связывают свою жизнь с войной, а во-вторых, почему они должны? Пусть идут те, которые сегодня их ловят. То есть надо отправлять полицию однозначно. У нас сотни тысяч полицейских. Надо отправлять туда вот этот глав обл. Администрации. Обязательно. Надо их туда отправлять. Пусть воюют. Надо отправлять бывших премьер-министров. Начать надо с Яценюка. Обязательно Яценюка. Вместе с Пышным туда отправить. И туда им дать этого самого, как Гетманцева обязательно. Ну, там Пышный. Прекрасная фамилия. Пышный. Этот самый Гетманцев. Яценюк. Куля в лоб. Вот пусть пойдут туда, пусть они повоюют. То есть надо отправлять, видимо, народные депутаты. А зачем? Зачем им сидеть? Это бесполезно все. Чтобы в Таиланд ездить и в другие места, там, в Объединенные Арабские Эмираты отдыхать. Так а мы зачем за наши деньги? Это же наши деньги с вами. То есть подошли к рубежу. Подошли к рубежу. Сейчас сделаю еще одно маленькое видео вам про Трампа. Он начал уже президентскую кампанию очень жестко. Такую кампанию, ну, сейчас точно назову этот город, где он это заявление сделал. Там серьезнейшее, конечно, заявление. Нью-Гэмпшире. Ну, сейчас сделаю видео, разберем ее, чтобы мы понимали, что ждет Украину. Вот такой бы я вам сделал вывод, дорогие мои. То есть уже модель вот этого так эйфорического состояния, что мы сейчас все сделаем, мы сейчас их захватим, мы их выбьем, она закончилась. Она закончилась. Плюс западные страны очень сейчас уже жестко рекомендуют Зеленскому
что давай садись за стол переговоров, прекращай огонь и начинай просто хотя бы говорить, гуманитарный коридор, обмен пленными и так далее, и так далее. Потому что западные страны не в состоянии обеспечивать оружием, снарядами и всем прочим военным техническими средствами, обмундированием и прочими вещами, логистическими, все более возрастающие потребности украинской армии. Вот я вам делаю такой, к сожалению, вывод. То есть мы подбираемся к какому-то очень тяжелому Рубикону, и необходимо принимать соответствующие очень ответственные решения, очень ответственные. Вот кто их будет принимать? Вы с Олегом Соскиным, подписывайтесь на канал, ну и до новых встреч!